Всем привет, народ! С вами снова канал Доната Синема. И я вот что подумал, а что же еще можно сделать с помощью 3D-графики, кроме того, как рисовать ролики с тачками? Понятно, да, что на виртуальную реальность смотреть прикольно, но хотелось бы хоть раз эту виртуальную реальность пощупать. Поэтому сегодня мы отойдем от стандартных видосов с тачками и с помощью ножовки паяльника и 3D-графики создадим кое-что, о чем я давно мечтал. Тем более на улице лето, и проводить все лето за компом я не очень хочу. Так что всем приятного просмотра и погнали! Я думаю, многим из вас знакома такая трендовая штука, как сапборд. Ну, это такая надувная доска, на которой можно перемещаться по воде со скоростью черепахи, махая своим веслом туда-сюда. Мои друзья-пенсионеры говорят, что это очень интересное занятие. Однако я так не считаю, и поэтому решил показать, что данное развлечение можно вывести абсолютно на другой уровень, если добавить к нему примерно 13 лошадиных сил. Короче, сегодня мы сделаем самую лучшую игрушку для 30-летнего мужика. Для начала набросаем эскиз нашей будущей ракеты. Тут я исходил из двух параметров. Это водоизмещение и... чтобы она просто вмещалась в мой багажник. После чего я затарился пеноплекс на строительном магазине, склеил несколько листов, чтобы набрать нужный объем, и как Микеланджело начал отсекать все лишнее. Конечно, расчеты расчетами, но надо было в реальности проверить, насколько эта штука будет плавучая. Итак, прежде чем пойти дальше, нам надо сейчас немножко протестировать плавучесть всего этого дела. По сути, сейчас вот здесь у нас толщина 200 мм, но, во-первых, она должна быть примерно 150, скорее всего. Во-вторых, я вот думаю делать под низом такое, типа как киль, такую выемку, или пусть она все-таки будет плоская, чтобы была лучше устойчивость. Но там вопрос начнется, насколько она в поворотах будет нормально рулиться. В общем, сейчас просто надо попробовать это дело. Погнали! К моему удивлению, даже 100-миллиметровая плита пеноплекса прекрасно держала меня на плаву. Однако, чтобы разместить в ней аккумулятор, нужно было снизу добавить еще хотя бы 50 мм пеноплекса. Поэтому, как только меня пришвартовали к берегу, доска отправилась на доработку. Итак, после купания нужно пеноплекс быстро высушить, и я не придумал ничего лучше, чем вот так вот его разместить на моторном отсеком, потому что мотор сейчас горячий и максимально быстро сейчас все это высушится. Фена у меня нет, к сожалению, но зато есть могучий V8, который все это высушит. Вот, делаю я для того, чтобы... Сейчас уже примерно 9 вечера, чтобы сейчас можно было наверх наклеить еще 50 мм пеноплекса, все это загрузить, чтобы сохло, и завтра к утру или к обеду уже можно будет резать дальше. Набрав необходимую толщину, я вырезал отсек под моторы и начал выводить форму доски, используя болгарку и наждачную бумагу. И в конце зашпатлевал все неровности, ну почти все. Так, первая часть готова, у нас уже есть вот такая форма доски. Все самые большие дыры, скажем так, зашпатлеваны. Конечно, не сильно идеально, но мне некогда тут доводить все до идеала, потому что лето на месте не стоит и я хочу кататься. Вот, поэтому сейчас мы начинаем накрывать все это стеклотканью. Ни разу тоже этого не делал, сейчас попробуем. Заказав на Озоне набор юного кораблестроителя, я принялся за работу. На самом деле я впервые работал со стеклотканью и смолой, однако работа оказалась не сильно трудная. Первым делом я закрыл моторный отсек, потому что там было много углов и нужно было все хорошо проклеить, а затем уже накрыл остальную нижнюю часть доски. Когда все это высохло, я проделал то же самое с верхней частью доски. Стеклоткань я положил в 2 слоя, чего считаю вполне достаточно. Затем все это дело шлифуем, срезаем острые края и неровности и заливаем тонким слоем смолы еще раз для придания глянца. И в итоге невесомый пеноплекс стал весить уже около 3 килограмм. Ну а пока все это сохнет, я вам покажу кое-что интересное. Давайте на минутку представим, что вы или ваш родственник, или ваш друг, директор промышленного завода, выпускающий крупногабаритную продукцию. И однажды перед вами встанет вопрос, а как же мне эту продукцию показать на выставке? Ведь вам придется для этого арендовать грузовики, чтобы все это туда транспортировать, заплатить большую арендную плату за большую площадь этой выставки, чтобы там это все разместить. И все это может вылиться в достаточно большой бюджет. Но есть и другой способ. Обратиться в банкетную мастерскую Айдоната. Мы создадим точную копию любого производственного оборудования, сохранив основные функциональные части. Благодаря этому вы сможете показать и объяснить действия всех узлов и агрегатов вашей продукции, наглядно продемонстрировав их в работе. Согласитесь, что это намного эффектнее, чем разглядывать неинтересные буклеты с фотографиями. Вы также можете установить данный макет у себя на производстве для обучения персонала. Уже более 4 лет мы изготавливаем различные производственные макеты и получаем положительные отзывы от наших клиентов. Так что если вы хотите привлечь особое внимание к своим стендам и при этом сэкономить, обращайтесь в макетную мастерскую Adonata Maquets. Все контакты будут на экране и в описании к видео.
Ну и теперь самая интересная часть – это сборка силовой установки. К этому времени ко мне уже пришли водометы с Алиэкспресса, и я начал рисовать корпус, который собирался их установить. Водометы, кстати, тоже были напечатаны на 3D принтере, но я решил не рисковать и купить их готовые в сборе, так как это достаточно ответственная деталь, и сделать их качественно с первого раза я вряд ли бы смог. Собрав сам корпус, я установил в него самое дорогое, что было в этом проекте, а именно моторы с водяным охлаждением на 5 кВт каждый, регулятор скорости на 300 ампер, ну и собственно сами эти водометы. Соединив все провода и шланги, моя сборка стала выглядеть вот так, а вес доски увеличился еще на 5 килограмм. Итак, на часах у нас примерно 8 утра, суббота. Чем можно еще заниматься в субботу, как не пилить ростекло для моей новой доски? На самом деле просто там большие детали, которые я не хочу печатать, потому что это будешь печатать двое суток. Вот. Кроме того, когда они прозрачные, будет видно, набирает доска моя воды или нет. Это очень хорошо увидеть, что она набирает воды до того, как тебя коротнуло 50 вольтами 300 амперов. 300 амперами, да. Я хочу спать просто. Итак, Степе спасибо. Степа, бросай курить. Бросил. Вот, мы, значит, напилили вот такие вот штуки. Это у нас будет закрывашка моторного отсека, чтобы сквозь нее можно было видеть, течет там вода или нет, ну, на время тестов. И вот такая еще крышка на аккумуляторный отсек. У нас здесь сразу идет вольтметр. То есть я буду в реальном времени видеть напряжение. Ну, если я, конечно, не буду падать в этот момент. А так все, едем собираться. Но собираться еще было рано, ведь пришла очередь батареи. Вначале я не был до конца уверен в работоспособности всей идеи, поэтому заказал буквально несколько комплектов аккумуляторов, чисто на проверить. По характеристикам, мои моторы могут потреблять напряжение до 90 вольт, выдавая мощность аж почти 15 киловатт каждый. Но, знаете, глушить рыбу, а главное себя электричеством в этот день я не собирался, поэтому я остановился на более безопасном варианте в 48 вольт, что будет равно 5 киловаттам на каждом моторе, чего мне должно хватить. Кстати, сначала я хотел ускорить процесс, сваривая аккумуляторы с помощью аппарата с Алиэкспресс. Но после того, как я прожег одну ячейку, что аж электролитом запахло, я решил, что паяльник — это мой вариант. Однако уже сваренные банки я не стал перепаивать, о чем в дальнейшем я, конечно же, пожалею. Но это будет позже, ведь пришло время водных процедур. Итак, нагрузил я всю эту конструкцию. Вроде пузырьков ниоткуда не идет, кроме вот здесь вот из-под крышечки. Сейчас мы вот здесь герметиком еще промажем разок. Вот, пузырек один, больше вроде ниоткуда ничего не идет. Это хорошо. Итак, водный тест номер 1. Даем 1% газа. Просто как V8. Как окажется потом, при работе винтов на всю катушку, корпус все-таки пропускает воду. Но это тоже будет потом, а пока переходим к примерке моторного отсека, врезания гаек крепления, установки плавников и покраски всей доски. Сверху я наклеил специальное нескользящее покрытие, которое также взял на Алике. И скажу, что качество этого покрытия, как и самой липкой стороны, отличное, держится офигенно. Итак, господа, сегодня у нас наконец-то первые тесты. Я даже купил себе шорты в цвет доски. Значит, как у нас все это работает? Включается аккумулятор, и вот сюда я еще вешаю дополнительно вольтметр, чтобы смотреть за напряжением своей батарейки. Ну, поставим на 3,6, ладно. Так, и второй тоже 3,6. Затем подключаем вот эту вот шляпу. Это у меня выносной вольтметр, на котором я еще буду мерить сейчас температуру батарейки, потому что по расчетам батарейки нифига не хватит. Поэтому главное, чтобы она у нас сегодня не перегрелась. Вот, и закрываем все это дело. Вопрос, как мне реально ее спустить? Она весит 15 килограмм. Где-то.
Так, надо, короче, пробовать это. Становиться, нафиг ехать. Изначально я, конечно, хотел аккуратно протестировать доску на предмет работоспособности, ведь батарея слабая и сходить с ума не стоит. Но, как вы понимаете... В конце концов, случилось это. Ой, 57 градусов. Да, батарейки плохо. 38%. Итак, было очень весело, но недолго. Через некоторое время лодка решила больше не заводиться. Я не знаю почему. Воды там внутри стопудово практически не было. Там у меня вот есть специальное сливное отверстие. То есть я снял слив воды, там буквально, не знаю, ну грамм 20 воды, может, набралось. То есть замкнуть там ничего не могло. Перегорело ли там регулятор или двигатель, я не знаю. Может быть, очень сильно на это надеюсь, был просто какой-то перегрев, и сейчас шло там отключение регулятора. Хотя, почему сразу два регулятора не запускаются, непонятно, надо что-то будет проверить. В общем, погнали разбирать. Блин, меня так шею что-то заклинило. Видимо, я неудобно носил все это дело. Что-то как-то... Ну ладно, не ноем. Короче говоря, пришлось все разобрать, но, к сожалению, внешний осмотр не дал никаких результатов. Батарея была практически заряжена, показывала нормальное напряжение и к ней не было претензий. Но моторы никак не запускались. И в тот момент я реально расстроился, потому что все вело к тому, что это хана регулятором. Но потом я подумал, а дай-ка я подключу аккумулятор от нашего электро-BMX, который мы собирали с Саней пару лет назад. И вдруг моторы завелись. Ну а раз так, то разбираем батарейку. Ну вот та самая проблема, из-за которой ни хрена не работала. Единственное место, которое я посадил на сварку, и она дала дуба. В общем, только пайка теперь, аккумулятор никакой сварки. Это чушь собачья, эта сварка. Она либо пробивает аккумулятор, либо не доваривает. В общем, полная борода бывает. Или вот такая вот борода бывает. Ладно, ничего, сейчас все сделаем. А через пару недель ко мне пришли дополнительные батарейки. Много дополнительных батареек. Очень много батареек. Теперь мой новый аккумулятор будет состоять из 260 отдельных ячеек, которые нужно будет спаять с двух сторон, а это значит 50-20 точек пайки. На все про все у меня ушло почти 2 дня. Итак, батареечка готова. Здесь еще будет мониторчик. Здесь мониторчика не будет, потому что я его не купил. Вот так вот она выглядит. Весит где-то 10-12 килограмм, наверное. Всего лишь, сколько там? 260 элементов. Фу. После первых наших тестов стало ясно, что батарейки нифига не хватает. Она сильно перегревается, но это не мудрено, потому что батарейка у нас на 100 ампер, а потребление идет в максималке на 200 ампер, то есть по 100 ампер на мотор. Поэтому было принято решение увеличить батарейку минимум в 2 раза. Чтобы увеличить в 2 раза, нам нужно этот отсек увеличить вот с этого объема, то есть по длине он где-то 340 или 400 до 600. В принципе, вот до сюда мы где-то увеличиваем, и по сути должно все работать. Главное, чтобы доска не сломалась потом пополам. Ну, я надеюсь, не сломается, потому что потому что не сломается. В общем, поехали. Я не стал объединять все ячейки в один большой блок, а разделил их на 2 части, чтобы одна половина питала один мотор, а вторая половина другой. И на это было несколько технических причин, которые в этом видео я, пожалуй, опущу. Если вам будет интересно, зачем я так сделал, пишите свои вопросы в комментариях, я вам отвечу. Итак, на улице ночь, но мы продолжаем, потому что сейчас заряжается моя собственноручно собранная батарейка. Именно поэтому я и в гараже, потому что я сам ее собрал.
Вот так это все выглядит. Этот отсек я контролирую с помощью телефона, смотрю, как все заряжается. Этот отсек с помощью дисплея. И вот две зарядочки у меня. Одна зарядка у меня заряжает 9 амперами, сразу можно до 10, но я пока 9 попробую. И эта зарядка у меня была от электровелика, она 3,8 ампера выдает. То есть вот этот блок у меня уже почти зарядился, он сейчас балансируется. Итак, друзья, новое прямое включение. Сейчас будем тестировать снова нашу доску. Наконец-то я собрал вот эту батарейку, не ушло и месяца на это. Эта батарейка может питать ваш телевизор год. Для этой доски ее хватит минут на 15. Но самое главное, что теперь она проходит потокоотдачи для этой доски. То есть нам нужно 100 ампер на мотор. И здесь у нас как раз тока-тока в 100 ампер на каждый мотор мы укладываемся. Поэтому сейчас будем тестить. Только весит она теперь миллиард тонн. Первым делом спустим доску, потому что батарейка я ее уже не подниму тупо. Так. Все-таки. Так. Что-то только похолодало сегодня. Вчера еще было плюс 30, сегодня уже плюс 22. Ну когда нас-то останавливало, правда? Зацени турбинки-то. Это вообще пушка. Ой, стой, 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 стой. Сорян. Сорян. Не-не-не-не-не-не. Мне холодно, но у меня есть идея. Я приготовился. Я ждал этого месяца. Я не собираюсь из-за холода не кататься на своей доске. Сейчас мы переставим объектив, чтобы все было по красоте. И погнали. Вот теперь она прет. Твою мать! А где она? Вон. А, я думал, она утонула. Херня, сейчас плавает. Что ж, вот такой проект у меня получился. Не знаю, как вы, но я реально кайфанул от всего этого действия. И причем, чтобы погонять на такой доске, вам не нужны волны, как, допустим, для серфинга. Вам не нужен катер с тросом, как для вейка. Просто вы и доска. И бескрайние просторы, по которым можно гонять, выбрать любое озеро и шарашить на всю катушку. В этом видео я специально не стал делать никаких замеров скорости, времени, поэтому если это видео наберет хотя бы 150 или 200 тысяч просмотров, мы обязательно сделаем вторую серию, где поедем на озеро побольше, прицепим к этой доске балласт, может быть, кого-нибудь покатаем, чтобы посмотреть на ее тяговые свойства, и обязательно устроим гонку против катера. Поэтому, если вам нравится такая тема, обязательно ставим лайк, пишем комментарий и подписываемся на канал, если вы еще не подписаны. Да, кстати, следующий видос у нас уже будет более-менее стандартный. Мы сбросим с крыши чарджер Доминика Торетто из Форсажа. С вами был канал Доната Синема. Всем пока. Васек, прыгай, пошли купаться, пошли купаться, пошли купаться.
Как там воняет. Это класс. Это вещь. Это самая шикарная игрушка вообще. Просто космос.